Друзья, всем привет! У нас новолуние. И сегодня будет короткий расклад в трех вариантах на тему новолуния. Будем смотреть, что нового приходит в вашу жизнь, что вам нужно отпустить, какие-то, может быть, ситуации или мысли, или привычки, какие ресурсы для вас доступны в этот период времени, какой шаг вам нужно сделать сейчас или, во всяком случае, необходимо о нем подумать, и какая главная цель должна быть в эти 29 ближайших дней. Первый вариант будет Таро Тота, второй вариант будет Таро Тололона и третий вариант будет универсальное Таро Лос Карабео. Нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам нравится больше всего, и давайте начинать. Все, кто выбрал первый вариант, всем привет. Сейчас выложим всего 5 карт. Всего 5 карт. Одна карточка у нас упала, пусть лежит. И будем смотреть. Еще одна упала, пусть тоже лежит. Что-то там есть прямо-таки интересного, гиперважного для вас какое-то послание. Так, значит, сначала у нас выскакивает здесь принц кубков, который говорит, что это очень благоприятный период, который вы можете провести, очевидно, в согласии с самим собой или с самой собой. Это период получения новостей, это период очень интересных знакомств, этот период каких-то идей, осмысления этих идей или, может быть, начала их реализации. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, пристальное внимание на свою творческую активность, если вы человек, который прямо или косвенно связан с творчеством. Даже если вы не связаны с творчеством, обратите, пожалуйста, внимание на те идеи, которые вы можете реализовать в своей жизни. Это могут быть какие-то поездки, это могут быть какие-то договоренности рабочие или договоренности, касающиеся бизнеса, или какие-то идеи, которые вы можете воплотить в жизнь с помощью третьих лиц. Итак, первый вопрос. Что нового приходит в вашу жизнь в этот промежуток времени? Колесница. Видимо, нового в вашу жизнь в этот период времени приходит что-то такое, что связано, во-первых, с поездками, во-вторых, связано с каким-то целеполаганием, то есть какие-то возможности и ресурсы появятся у вас, чтобы вы могли достигнуть своей цели. Так как колесница – это все-таки карта прогрессии, карта, свидетельствующая о движении, о том, что что-то состоится в запланированный вами срок. Поэтому здесь в вашу жизнь приходят те возможности, которые вот находятся условно в глубинах вашего сердца, в глубинах ваших, не знаю, вашей души, ваших увлечений. Что-то такое, что вы можете реализовать, если вы не будете сходить с пути, если вы будете прямо-таки целенаправленно двигаться в ту сторону, которая вам интересна. Но, тем не менее, нового приходят, безусловно, какие-то поездки или какая-то одна значимая поездка, поэтому ждите ее, обращайте на нее внимание. Что вам сейчас необходимо отпустить? Какую-то ситуацию, какие-то мысли, какие-то привычки. И императрица говорит, что, судя по всему, вы должны отпустить очень привычное, теплое, спокойное, стабильное настоящее. Вы должны отпустить тот мир, в котором вы чувствуете себя комфортно, оставить его в прошлом, потому что какие-то, судя по всему, если смотреть на эти карты, в вашу жизнь вторгаются позитивные перемены. Какая-то тема про объединение и слияние, про какие-то пары, про какие-то союзы, коллаборации, не знаю, в общем, какие-то вещи, в которых будете не только вы, но будет еще какой-то один, как минимум, другой человек. Поэтому готовьтесь к тому, что ваша приятная, привычная, хорошая, неспешная жизнь, в которой вы вроде как просто сидели, вроде любили, вроде жили, наслаждались тем, что было, все это заканчивается, потому что вступают в полную силу какие-то перемены. Кроме всего прочего, наверное, если говорить о привычках, исходя из императрицы, я бы сказала, что, наверное, вам нужно отпустить любые мысли о том, что вы сможете справиться со всеми делами, которые вас интересуют сейчас, самостоятельно, без помощи. Да? Скорее всего, это не так. Скорее всего, здесь действительно какая-то очень интересная будет работа, интересный период жизни, в котором вы будете связаны еще с какими-то людьми. Здесь привычка такая про инертность, про ничего не делать. Да? Колесница – карта активная, императрица – карта пассивная. Она просто сидит, любит, там, не знаю, лелеет, наслаждается. Это в том числе и тема про личную свободу,
про жизнь, которую вы создали сами для себя и в которой вам комфортно. Поэтому отпускайте любые привычки, которые касаются темы оседлости. Потому что просто сидеть и ничего не делать, наслаждаться не получится. Судя по всему, вы человек очень деятельный. И жизнь будет подкидывать вам какие-то возможности, которые касаются прежде всего новизны, которые касаются новых впечатлений и касаются каких-то новых открытий в вашей жизни. Поэтому смело отказывайтесь от этого внутри себя, оставляйте какие-то, может быть, успешные, но в каком-то смысле отжившие для вас дела, программы. Это самое подходящее время для поиска новой работы, это самое подходящее время для поиска каких-то новых интересных направлений для вашей деятельности, предпринимательской или творческой. И в том числе, если вы женщина или если вы мужчина, независимо, да, от вашей гендерной принадлежности, здесь история про то, что нужно отпустить любую мысль, любую идею, как-то сфокусироваться на женщине. Женщина сама на себе фокусируется, мужчина фокусируется на какой-то женщине, которая где-то есть, но вот как-то вроде где-то она как-то далеко. Отпускайте это, потому что здесь впереди, судя по всему, грядет какая-то большая встреча, новая встреча, что-то новое, что-то интересное. Какие ресурсы будут доступны для вас в этот промежуток времени? Пятерка жезлов. Ресурсы, которые касаются темы борьбы, которые касаются темы конкуренции, соперничества, стойкости духа. То есть вам нужно будет задействовать максимально какое-то бойцовское качество своего характера, чтобы справиться, вернее, даже нет, не так скажу, чтобы показать себя как человека уникального с разных сторон. Это может быть сопряжено с внутренним напряжением, это может быть сопряжено с какими-то конфликтами или с какими-то такими вот взрывными эмоциональными реакциями. Поэтому здесь прям надо будет так стоять на своем. Ресурсы добиться своего, да, ресурсы победить в битве, ресурсы победить в какой-то конкурентной гонке, борьбе и так далее. Вот все вещи будут для вас доступны. Какой шаг вам нужно сделать прямо сейчас или, во всяком случае, подумать о том, что вы должны это сделать? Ну, здесь буквально конец. Поставь точку, говорит десятка мечей. Шаг сейчас. Прими, что все, что у тебя было раньше, больше не будет работать. Во всяком случае, не будет работать в такой форме, как ты предполагал. Может быть, здесь для кого-то десятка мечей говорит о том, что нужно принять шаг, нужно сделать шаг к осознанию или к принятию какого-то расставания, какого-то разрыва, какой-то ситуации, которая закончилась, завершилась, все. Это какая-то ситуация такая достаточно волнительная, которая, может быть, долгое время держала вас во внутреннем напряжении, доставляла вам какой-то эмоциональный, физический дискомфорт. И здесь все эти вещи заканчиваются и больше не будут иметь места. Какая же главная цель должна быть поставлена вами в этот промежуток времени? Солнце. Красивая история про семью, красивая история про счастье, про себя самого, про удовольствие, про эгоцентризм, про возможность заниматься тем, что вы хотите, про свободу прежде всего, да, потому что десятка мечей все-таки карта про несвободу, про зависимость от каких-то обстоятельств. И здесь Солнце говорит о том, что ставьте перед собой цель стать свободным, максимально свободным человеком, живущим в свое удовольствие, получающим удовольствие от каждого своего дня, получающим удовольствие, опять же, от какой-то пары, да, потому что у нас здесь два человека. Поэтому стремитесь освободиться от всего устаревшего, от всего ненужного, принять для себя факт окончания чего-то и смело начинайте какое-то новое дело. На дне колоды у нас четверка кубков, карта, которая говорит о некоторых излишествах. Возможно, в этот промежуток времени вы будете испытывать какие-то ситуации, которые касаются излишеств. Слишком чересчур много будет всего, много будет эмоций, много будет переживаний, много будет каких-то интересных событий. Поэтому очень важно сохранять баланс. Ни в коем случае не попасть в ситуацию, когда вы можете стать навязчивым или отталкивать от себя людей, которые навязчиво стремятся в ваше личное пространство. Вот таким будет ваше новолуние, ребята. Мы переходим ко второму варианту. Приходите к нам учиться, покупайте книжку-малышку. Пока-пока и до новых встреч. Все, кто выбрал второй вариант, всем привет. Все, кто выбрал второй вариант, всем привет. Давайте посмотрим, что же будет в это новолуние у вас.
Итак, второй вариант. Что нового приходит сейчас в вашу жизнь? Восьмерка Пентаклей. Приходит какое-то дело, касающееся финансов, касающееся вашей работы или вашего бизнеса, или вашей жизни в целом. Приходит этап, когда вам придется потрудиться. Методично выполнять какую-то работу, может быть, делать какие-то определенные вещи, которые повысят ваш социальный или профессиональный статус. Каким-то образом нужно будет проявлять себя, именно проявлять таким образом, как вы сами это видите. То есть, возможно, у каждого из вас есть или должен быть в голове уже какой-то конкретный план, направленный прежде всего на увеличение вашего дохода, вашего капитала и улучшение вашей жизни. Поэтому здесь для многих людей приходит период активного поиска каких-то способов, может быть, средств для улучшения и стабилизации своей жизни, для того, чтобы вы могли заниматься чем-то, совершенствовать свое мастерство, совершенствовать себя как человек, как личность. В общем, какая-то тема, касающаяся работы. Что вам нужно отпустить сейчас? Какие-то, может быть, ситуации, мысли или привычки и так далее. Здесь у нас дьявол. То есть отпустить любые привычки, ситуации или мысли, которые касаются страхов, любых зависимостей. Зависимости может быть как от человека, зависимости от каких-то вредных привычек, может быть, какого-то такого образа жизни, знаете, немного праздного. Какие-то вещи здесь нужно оставить за бортом, которые касаются людей или ситуаций, причиняющие вам дискомфорт. То есть вообще я бы сказала по дьяволу, что многим людям, кто выбрал для себя второй вариант, необходимо подумать, поразмыслить над тем, что именно деструктивно влияет на мою жизнь. И от любой деструкции нужно отказаться. То есть это могут быть люди, с которыми вам необходимо расстаться. Это могут быть какие-то ситуации, в которых вы играете роль человека, не управляющего процессом, а скорее человека, которого используют в своих каких-то интересах. Отказаться от этих вещей и как-то вот полностью научиться полагаться все-таки, я думаю, на самого себя или на саму себя. Какие ресурсы будут вам доступны в это время? Какие ресурсы? Кому-то здесь будет доступен самый главный ресурс – это ресурс обучения. Может быть, ресурс, касающийся денег, до получения каких-то денег. Ресурс здесь главный, я бы сказала, это возможность начать с чистого листа. Вот это главный ресурс. В любой ситуации, в любой сфере жизни, которая вас интересует, вы сейчас можете начать действовать как-то по-другому. Можете начать жить по-другому, можете начать работать по-другому, можете начать взаимодействовать с людьми по другому сценарию. Да? То есть, по сути, как только вы освободитесь от этих негативных влияний извне, и в том числе от негативных влияний, которые есть внутри вас, то вы обновите свое пространство, и у вас появится что-то новое. Какой шаг вам необходимо сделать прямо сейчас, или, во всяком случае, подумать об этом шаге? Остаться на дистанции от всех привычных людей, которые вас окружали, от всех привычных ситуаций, вообще отойти от всего, посмотреть немножко со стороны, а как я живу, а чего я хочу, а что со мной происходит, да, а что мне нужно, а что мне не нужно. То есть поработать со своим каким-то житейским опытом, со своей мудростью, увидеть внутри себя большой очень потенциал человека, достаточно взвешенного, мудрого, опытного, человека, который понимает суть вещей, человека, который не привык суетиться, и человека, который прежде всего наделен какими-то чистыми помыслами, искренним таким взглядом, незамутненным на жизнь. Вот что вам нужно сделать. То есть здесь как-то дистанцироваться от всего привычного, что вас окружает, побыть в одиночестве, наедине с самим собой или с самой собой. Какая цель должна быть главной для вас в эти 29 дней? Главная цель – избавиться от состояния беспомощности, отчаяния, переживания, разобраться со своими тревожными мыслями, разобраться, опять же, со своим состоянием угнетения, перестать тревожиться по поводу будущего, перестать бояться того, что еще не случилось. И самое важное – перестать строить перед собой негативные сценарии развития событий. Научитесь мыслить более продуктивно, более эффективно. Учитесь просто видеть потенциальные какие-то риски, находить своевременное решение для их локализации, для их предупреждения. Не думайте сразу о том, что у меня ничего не получится.
Думайте о том, а вот если у меня возникнет такая-то проблема, какими ресурсами я обладаю, чтобы ее разрешить, да, чтобы вообще не допустить возникновения этой проблемы. И подходите к любой ситуации в своей жизни именно с такой точки зрения, с такой стороны. Это даст вам возможность быть более продуктивным, быть более счастливым, быть более спокойным. На дне колоды у нас лежит пятерка кубков, то есть такой период времени, когда вы окончательно должны попрощаться со своими, прежде всего, какими-то нереализованными мечтами, какими-то фантазиями, необоснованными ожиданиями, как говорят психологи. Поставьте точку с теми разочарованиями, закройте, похороните их, не знаю, которые у вас были. Потому что сейчас в вашей жизни так или иначе все хорошо, и вы должны стремиться к улучшению любых каких-то позиций, ситуаций, не зацикливаться на том, что вы утратили. Потому что все, что вы утратили, на самом деле вам действительно было не нужно. Даже если вам кажется, что это было то самое, что вы хотели в своей жизни иметь. Это не так. Ничего из этого вам не было необходимо. Поэтому ищите для себя какие-то удовольствия в текущем. Ну и, конечно же, обязательно приходите на консультацию и на обучение. Берегите себя. Пока-пока и до новых встреч. Мы переходим к третьему варианту. Третий вариант. Всем привет. Ой, давайте смотреть ваше новолуние. Что несет интересного вам оно? Итак, что нового приходит в вашу жизнь? Третий вариант. Давайте смотреть. Ох, какая прекрасная карта император. Женщинам приходит либо мужчина, либо приходит очень устойчивое, хорошее положение. Может быть карьерный рост. Может быть у кого-то здесь на работу приходит новый руководитель. И если вы мужчина, то в вашу жизнь приходит осознание своей состоятельности мужской. К вам приходит возможность очень грамотно управлять своей жизнью. К вам приходит роль главы семьи. К вам приходит роль, когда вы тот самый человек, который умело, очень корректно распоряжается всеми своими имеющимися ресурсами, умеет управлять людьми, умеет управлять событиями, находится в очень хорошем положении, социальном положении, жизненном вообще положении. И для большинства людей сюда приходит, конечно же, безусловно, хорошее здоровье. Да? Ну и плюс для многих людей здесь какая-то информация приходит либо о папе, либо о каком-то человеке, который для вас является значимым. Какая-то фигура очень значительная, так или иначе связанная с вашей семьей. Простите. Итак, что вам нужно отпустить? Отпустить любую борьбу, да? Расслабиться. Перестать бороться с самой собой, с самим собой, перестать бороться с другими, перестать кому-то что-то доказывать, провоцировать какие-то конфликты или вовлекаться в какие-то конфликты. Необходимо полностью расслабиться, потому что если мы говорим про императора, то это точно не та карта, которая говорит о конфликтности. Это карта силы, в буквальном смысле свидетельствующая о высочайшем уровне авторитета и о высочайшем уровне самооценки, самоценности человека, которому не нужно, как говорится, метать бисер перед свиньями, потому что он и так знает, что он из себя представляет. Поэтому, возможно, пришел тот самый период времени, когда нужно стать взрослее, когда нужно не переживать, не паниковать, не становиться вот в такую стойку, готовую к борьбе, а наоборот расслабиться и очень четко, конкретно делать то, что вам необходимо, не обращая внимания на других людей, ни в коем случае не пытаясь им что-то там доказать, показать, научить их, может быть, как-то перетянуть на свою сторону, потому что все это бессмысленно в конечном итоге и бесполезно. Вы такой человек, что вы должны избирательно подходить к своему окружению и к каким-то своим людям. Здесь скажу для женщин сейчас, которые вдруг, не дай бог, находятся в каких-то абьюзивных отношениях, что вам нужно отпустить любые попытки повлиять на человека, который оказывает на вас какое-то психологическое, может быть, воздействие или, не дай бог, физическое. То есть не боритесь с этим человеком, а найдите какого-то другого человека, который возьмет эти функции на себя и поможет вам выйти из такой деструктивной пары. Вот.
Дальше. Какие ресурсы? Хотя, подождите, почему дальше? Я еще хочу добавить сюда в пятерку жезлов про привычки, отсутствие какого-то, знаете, такого спокойного течения событий, как будто вот вы человек, который может комфортно себя чувствовать только во время дедлайнов. То есть для вас стресс это, возможно, один из стимулов к действиям, один из мотиваторов, да. Вот здесь нужно пересмотреть свои подходы к решению жизненных задач. Не ждать конца срока. Старайтесь вовремя все делать. Старайтесь не откладывать на завтра и послезавтра то, что необходимо. Старайтесь это делать вовремя, потому что если вы будете делать это вовремя, значит, у вас будет больше возможностей как-то вот продуктивно очень действовать. Ну и теперь перейдем к следующему вопросу. Какие ресурсы в этот период времени будут вам доступны? Приятное общение, какое-то семейное такое вот, как, не знаю, типа родной дом, родная земля, там родные близкие люди поддерживают. Здесь главный ресурс, который вы черпали в прошлом, этот ресурс касается, безусловно, взаимодействия с чем-то очень приятным. Это могут быть люди из вашего прошлого, это могут быть какие-то ситуации из вашего прошлого, может быть, места, в котором вы в прошлом бывали, или какие-то знаменательные события, которые у вас были в прошлом, как это все было, как происходило. Это для вас главный ресурс, поэтому постарайтесь как можно больше, может быть, мысленно или физически обращаться к тем моментам в своей жизни, когда у вас все складывалось как по маслу. Настраивайте себя на это состояние, что все будет именно так, как было когда-то. Какой шаг вам необходимо сделать сейчас? Шестерка пентаклей. Интересная история. Возможно, здесь сделать шаг, принять помощь чью-то. Может быть, здесь сделать шаг, как историю про то, что-то заплатить, помочь кому-то. И в том числе здесь тема распределения денег. Да? Шестерка пентаклей говорит о том, что прямо сейчас ты должен заняться финансовым вопросом, распределить эти ресурсы правильно, для того, чтобы вот какие-то цели, какие-то задачи в твоей жизни сложились именно так, как тебе необходимо. Кроме всего прочего, шестерка пентаклей все-таки свидетельствует об очень взвешенном таком подходе, да, и в частности в этой колоде она делает такой акцент на эмоциональную составляющую, то есть в текущий момент времени вы должны более внимательно относиться к своему эмоциональному состоянию, делать себе приятное, чем-то себя радовать. Может быть, мужчина здесь должен порадовать какую-то свою женщину. Может быть, женщина, если вы женщина, должна попросить о чем-то какого-то мужчину, может быть, о помощи, может быть, действительно о деньгах, о чем-то таком очень значимом для вас. Вот. Это история про взаимовыгодный обмен, про взаимовыгодное сотрудничество, которое может принести какой-то очень позитивный, потрясающий, я бы даже сказала, результат в вашем будущем. Поэтому здесь сделай шаг навстречу к тому, что тебе дает жизнь прежде всего. Возьми то, что она тебе дает, воспользуйся этим. Потому что сейчас самое время получать то, о чем ты просил когда-то. Используй это. Какая цель должна быть главной для вас в эти 29 дней? Ощущение своей собственной самодостаточности, ощущение своей независимости, ощущение успешности своей жизни, себя. Здесь история про приведение в порядок места, в котором вы живете. Да? То есть какая главная цель ваших дней вот в это время? Приведите в порядок то место, в котором вы живете. Наполните его жизнью, сделайте его каким-то красивым, сделайте его светлым, избавьтесь от всего хлама, проведите, не знаю, какую-то генеральную уборку, в общем-то, займитесь садовым участком или займитесь каким-то ландшафтным дизайном возле вашего дома. То есть используйте максимально все ресурсы, которые у вас есть, для того, чтобы превратить место, где вы находитесь, во что-то красивое и прекрасное. На дне колоды у меня десятка пентаклей, что, в общем-то, говорит о семье, об очень хороших, продуктивных отношениях и о такой преемственности поколений. Поэтому здесь история этого новолуния в вашей жизни прежде всего касается каких-то финансово-семейных дел, стабилизации ресурсов, да, когда все, может быть, собираются вместе, или когда есть вспомнить уже, что было, какой-то вспомнить этап в своей жизни, который привел в настоящий момент времени вас к какому-то успеху. В общем, поразмышлять или поработать с темой семьи и отношений. Вот таким у вас будет новолуние. Я считаю, достаточно успешным, потому что император здесь все-таки тема про работу, да, у нас финансовая тема очень активна.
Поэтому для многих людей май месяц – это такая благотворная работа. Это в том числе может быть встреча с каким-то человеком. Этот человек может быть мужчина или может быть какой-то чиновник, начальник, руководитель. Вот. И там не надо будет ни с кем биться, ни о чем, никому ничего доказывать, потому что все будет как-то очень гладко и прекрасно, и замечательно. Поэтому я вам желаю успеха в этот промежуток времени. Берегите себя, приходите на обучение, приходите на консультацию. Пока-пока, до новых встреч.